создал для этого ВНР? Лично ты. Не, ну я тебе вопрос. Да создал, не хочу говорить. Создал. Что ты создал? Не обязан отвечать. А почему ты не хочешь на это ответить? Ну что ты создал, скажи? Ну ты реально там посадил дерево, там построил дом, что ты сделал? Я приехал и обеспечил безопасность. Ты обеспечил безопасность? Да. А тебе самому не смешно от этого? Ну какую ты безопасность? У тебя есть военное образование, скажи мне. Мил человек, у тебя есть военное образование? Да, есть. Какое? Учебка, блядь, в Ростове-на-Дону, это не военное образование. Понимаешь? Я тебе говорю о военном образовании. Только у тебя есть экономическое образование, да? Вот, есть экономическое Да, образование? есть. То есть я не оспариваю о том, что у тебя есть экономическое образование, потому что оно у тебя есть. Правильно? Если меня посадят, где-то научат делать дебет-кредит, я не буду говорить, что у меня есть экономическое образование. Ну это смешно, правда? Конечно. Смешно. Экономическое образование это что-то такое большое. Логично? Да, большое ценник. Большое цельное. То же самое и военное образование. Если тебе дали в руки, что у тебя было, пулемет, да? Или автомат? Пулемет. Пулемет. Какой? РПК. А калибр-то какой РПК? 5,45. А скорострельность? Вот видишь, и на этом твое военное образование. 600, 800. Вот видишь, и на этом твое военное образование. За какое нахрен военное образование? Ты хоть не смеши никого. Военное. Я еще раз говорю, эти курсы выстрел, ты не первый, с кем я общаюсь на эту тему. Курсы выстрел это не военное образование. Ичкерия, знакомое тебе место? Ну, Чечня. Республика Чечня, Ичкерия не подходит. Извините. Ну, опять-таки, это люди себя там назвали, так, Ичкерия. Кто ты такой, давайте определение, что подходит или не подходит. Если ты говоришь, что местные имеют право решать, ну, самоопределяться, правильно? Ну, имеют они право самоопределяться. Правильно. А чеченцы имеют право самоопределяться? Так в том-то и дело, Подожди. они определили, что Подожди. они Республика Чечня. Подожди, Ичкерия. они имеют право самоопределяться? Конечно. Самоопределяться имеют право. Так а какого тогда было две чеченских войны, когда убивали людей? А если сейчас ты мне начнешь рассказывать, что ты были бандиты, я тебе забью миллион голов, потому что я там был, а тебя там не было, сынок. Значит, чеченская вот эта вот компания, она Какая была компания? организована не совсем Первая или правильно. вторая? Первая особенно. Так. А ты какого года рождения-то? 83-го. 83-го. Ну-ну. Давай. Люди, которые, ну, продажные люди. Стоп, подожди. Народ вышел на площадь в Грозном с желанием отделиться от Российской Федерации. Это есть факт? Это есть факт. Неоспоримый факт. Есть этот факт? Да, Есть. А на каком основании тогда твои нынешние земляки пошли туда их убивать? Расскажи мне. А кого убивали-то? Кого убивали? Ты знаешь, кого там убивали? Ты знаешь, как там танками, блядь, детей маленьких давили? Знаешь его? Никогда такого не было. Слышь, Российские военные Милок, я танки там был, детей тебя там не давят. было, слышишь? Да кому ты это рассказываешь? Слышь, ты мне тут это великорусский шовинизм закидывай нахер, блядь. Русские не могут. Я тебе расскажу, что русские могут. Я тебе покажу видео, обязательно покажу. Ты в русской армии служил? Ты конкретно в русской армии служил? Нет, не слушаю. Откуда ты можешь знать эти законы и уставы? Объясни мне тогда, дураку, как ты можешь говорить то, как ты можешь сказать о вкусе борща, если ты его, блядь, не попробовал? Как ты можешь мне сказать? Просто со стороны я так решил или что? Ты провидец какой-то или как? Вот, просто вот не само определение. То есть в армии ты не служил, блядь. А определений ты этих, ну, ты даже уставы не читал, блядь, я так понимаю, правильно? Но Устав ты я читал. какой ты устав читал? Общевоинский, строевой. Ну, это пока там готовился, понятно, к войне. Там так, ну, это хорошо. Тут хорошо, ты его читал. Но ты в армии не служил. О каких ты можешь говорить понятиях? Расскажи мне. Ну, о каких ты можешь говорить понятиях, если даже в армии не служил, Милок? Братья, друзья. Да подожди, какие братья, слышишь, братья? Братья. Твои братья, блядь, в 94-м году, блядь, на моих глазах детей нахуй расстреливали. Нахуй ты мне это рассказываешь про братьев, блядь, а? Я это беру, потому что я это лично видел. Помнишь, мы с тобой чуть раньше говорили о том, что видел и щупал, да? Вот я это видел, я это щупал. Я не верю в то, что русские могут расстреливать детей. Это неправда. А, то есть то, что синие морские пехотинцы Тихоокеанского флота, блядь, расстреливать детей, этого не может быть. Синие, причем в говно синие, вообще, в уман, блядь. Ты мне сейчас еще скажи, что русские не пьют.
Это будет вообще... Русские пьют, но детей они не расстреливают. Федор, Это неправда. как бы не сложилась твоя дальнейшая судьба, понимаешь, где бы ты потом дальше не оказался, у меня тебе такой добрый совет, такой чисто такой человеческий совет. Ты вроде человек взрослый уже, да? У тебя вроде даже высшее образование есть, да? Вот. Так ты научись во всем сомневаться, всегда во всем сомневаться. И тупо идти на поводу у какого-то, блядь, там канала Россия-24, понимаешь ли, блядь, это глупо, блядь. Ты знаешь, для того, чтобы черпать информацию, я смотрю все каналы. И ДНРовские, и украинские, блядь. Я по национальности не украинец. Я этого не стесняюсь. Понимаешь? Я не стесняюсь этого. Я не украинец по национальности. Но я воюю за этот народ. Потому что я давал присягу ему. И поверь мне, если бы, блядь, было бы все не так, как есть на самом деле, я бы не взял бы в руки оружие и не пошел бы воевать за него. Понимаешь? Я бы не взял в руки оружие. Я не могу вам верить. Согласен. Сомневается, это хорошо. Согласен. То есть ты сомневаешься, Да, во многом сомневаюсь. например. Но в том, что ты говоришь, что синие морпехи расстреливали детей, этого не может быть. Это бред. Понятное дело, Фил. Это понятное дело. Расстреливать могут кто? Могут расстреливать нацики, правильно? Правый сектор. Потому что им за это платят деньги. Ну ты это лично видел? Смотри, Конечно, я то есть в моих словах ты сомневаешься. А почему я не должен сомневаться в твоих словах? То есть тебе, как, получается, тебе как просто как барану сказали, и ты пошел. Но если ты лично этого не знаешь, не видел, из чего ты черпаешь информацию? Ну вот у вас из чего хорошо? не СМИ вопрос. показывали, СМИ. как То есть, они вот ходят, конкретно смотрят, фиксируют. Хорошо, находясь в России ты это еще все видел, правильно? Да. А здесь находясь ты это видел? Какой-то СМИ вам что-то показывает здесь? Вот здесь российские телеканалы. Опять одно и то же. Опять российские каналы. А какие-то другие телеканалы тебе показывают это? Здесь есть и украинские каналы. Они тебе это показывают? Они показывают прямо совершенно обратную ситуацию. А почему? Федь? Давай задумаемся с тобой. Наверное, потому что хотят стравить одного с другим. Одного с другим это кого с кем? Ну как стравить? Российские телеканалы отражают суть событий. Откуда А ты можешь украинские знать, что наоборот. это суть событий? А те врут. Вот откуда ты это можешь знать? Вот откуда ты можешь знать, что те суть отображают, а те врут? Не мешало бы третий еще посмотреть хотя бы. Вот. Откуда? Да Ну вот объясни, откуда это? потому что еще люди... Потому что я с России, поэтому мне похеру, правильно, блядь? Нет, не так. А какие люди говорят? Конкретно какие люди? Ну просто вот есть информация подожди. от людей, Ну, ты когда вот, они знаешь, ходят там. Федь, ты вот оперируешь таким словом. Есть информация, сказали. Знаешь, это мне напоминает одну ситуацию. Блядь. Был у нас такой товарищ Курлович, блядь. Ему звонят, блядь, бойцы, нахуй, и говорят: алло. А телефон наборник, то есть, ну ты не узнаешь, кто это звонит. Алло. А он представляется: да, Курлович. А ему говорят: Курлович, вы пидор. А кто это говорит? А ему в трубку: да все говорят. Вот и здесь тоже. Все говорят. Все это кто? Ну конкретно кто? Все это кто? Ну все, вот все говорят. Я сам хочу, ты думаешь, я отчего к тебе пришел? Я хочу разобраться с вопросом. Мне просто это интересно. Я хочу разобраться с вопросом. Может, я неправильно делаю, блядь? Что воюю со своими То, земляками. что воюю, то, Да. что воюешь на стороне Украины, конечно, Да. неправильно. Так ты меня убеди в том, что я это делаю неправильно. Ну дай мне какие-то доказательства. Ну убеди меня в этом. Я хочу в этом разобраться. Воюя на стороне Украины, Так. это значит поддерживать современный курс политики развития Украины. Это какой курс развития политики Украины? Ты знаешь об этом курсе? Интеграция с Европой, Так, американизация, так. утрата всех национальных ценностей. Вот это вот. Из чего ты это черпаешь? Вот данное умозаключение у тебя... Из массы источников. Это уже Например, масса результат источников. анализа. Ну, анализ, он у нас базируется на информации, правильно? Ну, анализ. На чем базируется? То есть ты собрал информацию, проанализировал ее, правильно? Анализ базируется на методах обрабатывания информации. Хорошо, мы с тобой заходим в дебри. Не вопрос. Оно согласен с тобой. Но для анализа тебе необходима информация? Минимум 2 тяжело. Минимум. Сколько источников? Чем больше, тем лучше. Сколько у тебя источников? Ты сказал только про один источник. Больше ты ни про один источник Нет, заметь не подожди. скажешь. Ну говори.
В отношении этого я много изучал информацию. И Где ты Украина. изучал эту информацию? есть общий геополитический курс всегда втягивания стран в вот эту вот европейскую клаку. Ты приехал меня убить, чтобы здесь все было хорошо. Правильно я тебя понимаю? Ну тебя взяли с оружием в руках. То есть ты был готов убивать меня, правильно? Ну правильно или нет? Если ты стрелял бы, я бы... тебя Подожди, убил. мы сейчас не если вообще, ты был готов убивать, правильно? Да. То есть ты приехал меня убить, чтобы здесь были люди лучше жили, что-то как-то. Ну это алогично. Я приехал убивать врагов, а не людей. Я для кто тебя враг. Те, кто убивает Я для других тебя враг. мирных людей. Сейчас, мужики, 5 секунд. Я для тебя враг. Да. А почему я для тебя враг? Вот как ты дал определение мне, что я тебе враг? Потому что ты Заметь, отстаиваешь... я тебя не бил, я в тебя не стрелял, но я для тебя уже в априори враг. Правильно? Смотри, потому что ты отстаиваешь политику уничтожения украинского народа. А ты откуда знаешь, какую я вообще политику отстаиваю? А ты поддерживаешь это правительство. Оно Откуда ты знаешь, уничтожает какое я правительство поддерживаю? Текущее, ты же за него воюешь. Я не за него воюю. Ты присягу украинского народа читал? Нет? Украинскому народу военную присягу читал? Читал. Там про правительство хоть слово сказано? Там не сказано. Ну, так какому я правительству служу? Я присягал украинскому народу, а не правительству. Это вот тебе, блядь, такой, ну, это серьезная вещь, блядь. Ты мне против нее никак не поспоришь. Какому я правительству нахер присягал? Деньги кто платит? Деньги мне платят налогоплательщики. С денег налогоплательщиков у нас составляется бюджет. Я ничего не, я правильно Не, говорю? правильно, Ну, правильно. а кто мне платит деньги? Не правительство деньги платит? Или налогоплательщики мне деньги платят? Но ты защищаешь все равно правительство, а не народ. Подожди. Так я сейчас воюю. За кого? Мне деньги хорошо. Блядь, видишь, я как не скажу, ты все равно, блядь, ты как-то все равно пытаешься уйти, но это нечестно. Я не пытаюсь уйти. Просто получается так, что ты воюешь за народ, но от этого благо получается на правительство, потому что оно не свергается с власти. А почему Оно его должно должны... быть свергнуто. Подожди, а кто его должен свергнуть? Да, встретились? Ага, все, я... Сейчас, да, я перезвоню сейчас. Слышишь? А кто его должен свергнуть? Подожди. Народ. Слышишь? Так давай мы тогда это... Володьку тоже свергнем. А чё бы нет? А народ хочет, чтобы он был. Кто тебе это сказал? Так а Кто тебе это сказал? Ты знаешь, что По улицам Татарстан... походи, Подожди. посмотри, А где походи? поспрашивай У людей. тебя по Новороссийску может быть, блядь. А ты зайди в Татарстан, блядь. Да не хотят с вами там никто быть, блядь. И с Володькой вашим никто не хочет, блядь. Зайди на Дальний Восток, блядь. Не хотят, блядь. В Сибирь зайди, не хотят. Да я был на Дальнем Востоке, как не хотят. Где ты хотят. был? Где ты был на На Дальнем Востоке? Сахалине. И что там, блядь? Все Володьку хотят? Ты что Я меня не- смешишь, братан? Я отношение, Удивляюсь, блядь, отношение к людям, которые живут за Уралом, отношение к людям, которые живут за Уралом, отношение людей, которые, вернее, живут за Уралом, к людям, которые живут в средней полосе России, ты мне не рассказывай, понимаешь? Я это знаю хорошо, понимаешь? И сибиряки в том числе, блядь.